Приветствую, друзья! Как можно заметить, бои на линии фронта не прекращаются, несмотря на различные международные перипетии, которых, как мы знаем, очень даже хватает в последнее время. И, собственно, можно заметить как и на различных натовских картах, так и, собственно, на наших, конечно, продвижение на ряде участков русской армии. И очевидно, что как минимум несколько сел в любом случае каждые сутки переходят под наш контроль, и таким образом, собственно, наступательные действия русской армии неумолимо продолжаются. Вот, кстати, фотография с города Покровска, где, собственно, натовской техники битой становится настолько много, что там действительно дороги, можно сказать, заблокированы всем вот этим сожженным натовским металлоломом. Ну и, конечно же, после линии фронта очень активно работают наши операторы дронов, которые беспощадно бьют врага. И, собственно, на кадрах можно заметить, что сжигают абсолютно все, будь то коптер типа Баба-Яга, или Мавик какой-нибудь, или различные там патч-антенны, ну или, конечно же, пикапы натовские, наемники и так далее. И вместе с танками, и БМП Брэдли и так далее, все это дело подлежит уничтожению. И, собственно, наши операторы дронов с этой задачей серьезно справляются. Кстати, корпорация Ростех на этом фоне представила очень такой серьезный комплекс стационарного РЭП, который, как можно заметить, очень работает во многих диапазонах и гасит практически все частоты, на которых работают различные дроны. И в этом плане, конечно, такие комплексы сейчас будут ставиться как и на НПЗ различные, так и, конечно же, на различные предприятия важные и объекты, которые вот особо ценны для нашей экономики. На фоне постоянных поражений на фронте натовская ЧВК ВСУ, режимники Зеленского и их хозяева решили в интернет выкатить некую перемогу. И вот показали кадры, как натовский дрон фактически атакует корабль в Черном море. Ну и, естественно, режимники Зеленского заявили, что это супер боевой корабль Черноморского флота и так далее. Ну а на практике оказалось, что это все-таки вот спасательный корабль, который даже не приписан к Черноморскому флоту, а является, собственно, кораблем, который, естественно, реагирует на различные чрезвычайные происшествия, там разливы нефти и так далее. И в конечном итоге вся вот эта перемога, очевидно, вот вылилась в то, что натовский вот FPV-дрон ударил в антенную мачту конкретно спасательного судна, и, собственно, на какое-то время придется все-таки эти вот антенны на данном спасательном корабле все-таки восстанавливать. Примечательно, что даже надпись «Спасательный корабль» было четко видно даже оператору дрона, но, очевидно, цель была другая, хоть какой-то корабль поразить для того, чтобы выдать это за перемогу. Вот такая сущность террористического по своей натуре режима, и в этом плане, конечно же, хозяева этого режима ничем от него не отличаются. На этом фоне приходит забавная информация в отношении того, что в Польше, когда вчера отражали атаку якобы российских дронов, оказывается, подняли по тревоге просто колоссальное количество авиации и расчетов ПВО и так далее. Ну и уже западная пресса, знаете, тихонько сообщает, что, оказывается, дроны вот эти российские Керберы, те самые, которые, собственно, фактически сделаны из пенопласта, скотча и вот деревяшек. Фактически, оказывается, все эти дроны, которые стоят там 500, ну, $1000, сбивали не чем-либо, а ракетами воздух-воздух, каждая, которая стоит по миллиону, по $2 минимум. Ну и, естественно, подняли на перехват истребители F-35 и так далее, и долетали гигантское количество часов налета, а каждый час это, собственно, одного истребителя, только это уже за $20 000. Ну и это далеко не все, потому что, конечно же, западные журналисты и западные различные разведки максимально скрывают тот факт, что, собственно, немецкий расчет ПВО системы Patriot, который прикрывал авиабазу в Жежове польскую, которая там является логистическим хабом. Фактически, эта вот система Patriot отработала по дронам Гербера ракетами, а как мы знаем, каждая ракета к системе Patriot это $4 миллиона. Ну и, собственно, по нашим данным было выпущено как минимум 2 ракеты. И
это, можно сказать, сразу вот один залп на 8 миллионов долларов. Тот дрон, который фактически из пенопласта и палок и скотча фактически состоит. И это можно заметить даже по фотографиям. И этот дрон даже сам просто бы упал, потому что у него закончилось топливо, но по нему отработал, знаете, комплекс ПВО Patriot. Это действительно просто колоссальное поражение, можно сказать, с учетом вот именно цены, которую пришлось заплатить блоку НАТО для отражения вот этих вот атак дронов-обманок типа Гербера. И можно заметить, что это самая такая эффективная, можно сказать, атака дронов Гербера, которая являются дронами, которые просто ставят помехи, и, собственно, эти помехи сейчас вынудили вот блок НАТО просто потратить огромное количество ракет и воздух в воздухе, ракет Patriot и других, для того, чтобы хоть как-то, собственно, не оказаться в полной медийной луже с этими дронами, но по факту они в ней оказались. На этом фоне сегодня США утвердили очередной пакет вооружений для натовской ЧВК ВСУ, и да, это все происходит при Трампе, и да, за это голосовали и республиканцы, и демократы, как миленькие, и, собственно, конечно же, сейчас эта вся история с поставками вооружений США, натовской ЧВК ВСУ, она продолжится, потому что, как-никак, США это главный бенефициар этой прокси-войны, и, безусловно, если, собственно, надо поставлять оружие, то США продолжат это делать, ну и, естественно, будут делать вид, что это все якобы европейские страны оплачивают, но по факту мы видим, что США действительно стоит таким главным актором, который и планирует, и управляет этим конфликтом. И здесь это абсолютно очевидно. И, конечно же, для всех любителей Трампа, русскоязычных, это некая трагедия, потому что, о боже, Трамп оказался все-таки негодяем. Но на самом-то деле он таким был всегда. И, очевидно, Трамп поставлен лишь для того, чтобы отстаивать интересы международного олигархата. Если он отступит от своих обещаний, то, естественно, его просто ликвидируют. И на этот раз снайпер не промажет. И такие приветы Трампу передают регулярно. Вот, например, господин Кирк, это блогер такой известный в США, такой трампист, ярый там и так далее. Сейчас мы видим, что его просто в прямом эфире, можно сказать, пристрелили. И в США на самом-то деле это норма, потому что там очень часто вот просто производят расстрелы политиков. И, безусловно, эта вся история, она очень жестко вот передает Трампу конкретно внутреннюю ситуацию в самих Штатах. И очевидно, что данный персонаж, которого вот убили, это конкретно тот человек, который также подсказывал Трампу, как вести кадровую политику и кого куда, собственно, назначать на какую должность. Ну и насколько эти все кандидатуры лояльны конкретно Трампу. Ну и, собственно, за это его просто убили. По этому поводу Трамп объявил панихиду, приспустить флаги всем приказал и так далее. Но по факту это уже ничего не поменяет. Ну и стоит отметить, что данный персонаж, помимо того, что он критиковал Зеленского, он яро поддерживал режим Нетаньяху в деле убийств и массового геноцида в секторе Газа. Поэтому, собственно, данный персонаж, он явно не был вот до конца адекватным, а все-таки был в определенной коллаборации в команде. Ну и, собственно, эта команда не имела ничего общего с хоть чем-то пророссийским, это очевидный факт. И, конечно же, стоит отметить, что вот режим Нетаньяху продолжает вот атаковать различные страны региона, и вот вчера ударил по вот президентскому дворцу в Йемене. И, очевидно, это вся история только лишь начало, потому что таких бомбардировок будет там еще много. Ну и единственная страна, которая может дать отпор режиму Нетаньяху, это, очевидно, сейчас вот Иран и Йемен. Лишь потому, что у Ирана есть очень мощный ВПК, и этим ВПК он готов делиться. Параллельно с этим в Китае проходят уже военные учения с применением роя дронов. И сейчас уже как и китайская армия отрабатывает атаку с помощью роя дронов, так и, естественно, уже и отражать. Тренируются такие атаки, когда вот на них летит целый рой дронов. И сейчас, конечно же, уже вся эта вот история, можно сказать, в 21 веке обозначает, что поле боя изменилось бесповоротно и навсегда. И сейчас то, что раньше казалось таким такой вот вершиной военного искусства, сейчас это просто вообще никому не интересно, потому что это сразу колоссальные потери, гигантские затраты. Ну и сейчас мы видим, что поле боя сейчас больше
больше будет становиться похоже на войну роботов в прямом смысле этого слова. Ну и как следствие, если на поле боя мы будем видеть все больше войну роботов, то война будущего — это в первую очередь война промышленных мощностей. Ну и очевидно, у кого такие промышленные мощности есть, тот будет и в плюсе. Ну и Китай, кстати, очень внимательно смотрел, как развиваются события на Украине, и очевидно уже запустил в серийный выпуск дрон Камикадзе, который имеет дальность в 2500 километров, и такой дрон сейчас уже китайские предприятия будут выпускать массово, потому что спроса на этот дрон сейчас в мире просто очень, знаете, большое количество. И сейчас, конечно же, очень много стран будут хотеть иметь такой дрон Камикадзе, ну и особенно, когда китайцы запустят свой спутниковый интернет, для того, чтобы эти дроны сразу наводить с помощью видеоканала. Ну а в России также очень многие компании сейчас занимаются выпуском дронов, и сейчас происходит прямо такая революция в дроностроении в прямом смысле этого слова. Ну и по традиции от военного к частному сектору корпорация Зала уже обозначила дрон, который с помощью специальных датчиков и искусственного интеллекта анализирует конкретно очаги возгорания, природных пожаров различных, и таким образом корректирует с помощью таких дронов авиацию и пожарные расчеты, которые эти пожары тушат. Поэтому сейчас использование таких технологий очень может пригодиться для того, чтобы сохранить как можно больше гектаров нашего леса. И в этом плане на самом-то деле это очень хорошая история. Ну а наши российские правоохранительные органы уже доказали, что губернатор бывшей Курской области Смирнов напрямую причастен к коррупции, а конкретно к воровству денег на возведении фортификаций в Курской области. Ну и как следствие, если, собственно, на фортификациях были украдены миллионы и миллиарды, то очевидно, когда заходила НАТОвская ЧВК в Курскую область, это все случилось во многом благодаря тому, что там не было фортификаций, которые там должны быть. И в этом отношении мы видим, что такая коррупция — это чистая, получается, работа на руку врага. Ну и, конечно же, в связи с отсутствием данных фортификаций очень много и мирных жителей, и военных погибло в прямом смысле слова. И поэтому на таких примерах мы четко видим, что когда идет прокси-война против блока НАТО, коррупционные статьи, они уже автоматически должны приравниваться к, собственно, статьям, которые гораздо более тяжелее этой госизмены, ну и, собственно, диверсия, ну и много других статей, потому что, очевидно, тот ущерб, который нанесен такой коррупцией, сейчас он просто кратно выше, нежели в мирное время. Но в недрехе Зеленского сейчас наблюдаются серьезные перебои с поставками азербайджанского газа и через Румынию. Если ранее этот газ прокачивали в, собственно, газотранспортную систему Недрейха, то сейчас уже признаются, что с этим уже случились технические проблемы. После работы, конечно же, ВКС РФ, и по этому поводу Алиев много истерил и возмущался тем, что азербайджанскую инфраструктуру на территории Недрейха Зеленского атакуют. Ну и, как показала практика, эта инфраструктура напрямую использовалась для поддержки натовской ЧВК ВСУ и самого режима Зеленского. И поэтому сейчас эта инфраструктура, можно сказать, не работает, ну а некоторые ее узлы уже просто перестали существовать. Параллельно с этим американская спецслужба объявила награду в $10 миллионов за конкретно Владимира Тимощука, хакера, который родом с Украины, но тем не менее наносил очень существенный урон американским корпорациям, потому что заражал их различные сети компьютерные вирусами. Ну и эти вирусы просто блокировали полностью все жесткие диски, архивировали все это дело и удаляли, если американские корпорации не выплачивали в криптовалюте гигантские, собственно, выкупы. И таким образом, получается, эта хакерская группа нанесла просто колоссальный урон американской экономике. Ну и, судя по всему, специализировалась эта группа украинских хакеров конкретно на американской промышленности и достигла в этом очень серьезного успеха, потому что это, собственно, означает, что настолько был сильный удар по американской промышленности, что даже ФБР объявило $10 миллионов, собственно, за информацию о этом человеке. С учетом того, что Соединенные Штаты Америки долгие годы ведут прокси-войну против России, то
очевидно, единственное место, где этот вот Владимир окажется в безопасности, так это, конечно же, Российская Федерация. Ну и, естественно, с Россией его никто в США точно не выдаст. И Эдвард Сноуден здесь, кстати, не даст соврать. Так что будем надеяться, что Владимир Тимощук приедет в Россию и, собственно, конечно же, продолжит свою вот творческую деятельность в том же духе, естественно, с максимальным результатом. Ну, а, собственно, на этом, друзья, у меня сегодня все. Выводы, конечно, делайте сами. Ну, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал, потому что там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на мой телеграм, как обычно, в описании под этим видео. До скорого!